Сегодня в России более 35 тысяч детей ждут, когда их возьмут в приемные семьи. Но с каждым годом все меньше тех, кто нуждается в родителях, находит их. Во многом из-за того, что российских детей почти перестали забирать иностранцы. Мы поговорили с теми, кого усыновили в западные страны еще в конце 90-х, чтобы выяснить, как сложились их жизни и какая судьба ждала их родных братьев и сестер, которые остались в России. Меня зовут Александра. Я живу в городе Краснодаре. У нас в семье было 3. Старшая сестра, брат и я. Я помню, с 5 лет мы сами по себе были. Отец выпивал, мать работала, но с нами никто не занимался. Я с братом бралась за ручку, и всегда мы бегали рядышком, чтобы он со мной находился. Я как помню, что нас чужие люди подкармливали. Кто-то с соседей пожаловались в органы опеки, и нас сразу забрали. Но мне было на то время начало 8-го года, а моему брату было 6. Но нас по разным детским домам отправили, хотя нас не имели права рассоединять братьев-сестер. О 4-м ребенке я даже не знала. Меня зовут Закари Виктор. Я живу в Бруклине, в Нью-Йорке. А родился я в Краснодаре, в России, в 1996 году. В 1997-м меня усыновила украинско-американская семья и привезла в США. Я работаю в музыкальной сфере и в кино. А еще я проектирую и создаю студии звукозаписи. Эту студию я построил около 2 лет назад. Весь проект занял почти 18 месяцев моей жизни. Я проводил здесь по 5-6 дней в неделю. Я развесил все эти записи, сам покрасил стены. Некоторые из лучших песен, которые я спродюсировал, были сделаны здесь. Ну вот. Тут у нас ничего особенного, просто балкон. А это Таймс-сквер, куда приезжают все туристы, чтобы посмотреть город. Мои приемные родители никогда не скрывали, что я был усыновлен. И они решили взять ребенка из России, потому что их предки были из Украины, Польши, России. И они хотели, чтобы их сын или дочь выглядели похожими на них. Процесс усыновления для моих родителей был не самым простым. Они знали, что моя родная мать пила, поэтому мои родители не были до конца уверены, есть ли у меня какие-либо врожденные дефекты. Но решились поехать, посмотрев видео со мной из детдома. Они были готовы усыновить меня и уже воспринимали меня как сына. Это дневник, который мои приемные родители вели, когда они приехали в Россию, чтобы усыновить меня в 97-м. И они описали свое путешествие. Приют — это фактически детская больница. Увидев эту больницу, я теперь понимаю, почему нам посоветовали привезти собственные медикаменты. Вид этого места нас слегка оттолкнул. Дети были повсюду. Нам сказали, что это один из лучших детдомов в плане ухода за воспитанниками. Нас привели в маленькую комнатку, где были 6 или 7 младенцев. Мы познакомились с Закари. Он был красивым и счастливым. Наверное, он никогда не получал столько внимания. Казалось, он сразу принял нас. Он смотрел по сторонам и улыбался. Что это такое интернат-школа, детский дом? Это очень тяжело там прожить. У нас были в каждом корпусе 2-3 комнаты больших, по человек 15-20 жили в одной комнате. Воспитателя по-разному обращались с детьми. Кто-то мог указкой ударить за просто так, то, что ты плохо учишься. А родители меня не навещали. Мать 1 раз всего посылку с деньгами отправила, всего за все время. 2500 в рублях.
Мне хотелось материнской ласки, мне хотелось маму и папу иметь, чтобы рядом были. Мне этого больше всего не хватало. Потому что воспитатель маму никогда не заменит. Я даже не хотела в приемную семью. Меня хотела одна женщина с мужчиной взять под опекунство до 18 лет. Но я сказала, лучше я до конца побуду в этой школе-интернате, доучусь и выпущусь, и пойду дальше своей дорогой жить одна. Мои приемные родители окружали меня любовью и поддержкой. Они добрые люди, и им всегда было свойственно улучшать мир вокруг себя. Я наслаждался своим детством здесь, в Америке. Думаю, что оно было полно классных впечатлений. Когда мне было лет 17-18, я решил начать поиски моей кровной семьи. Мне хотелось найти себя, как и многим молодым людям. Ты становишься личностью, когда понимаешь, кто ты такой и что стоит за тобой. Будь это хорошо, плохо или ужасно. Я когда выпустилась со школы-интерната, встретились с мамой. Она мне сказала, скажи спасибо, что тебе государство дало. Я сказала, спасибо тебе, то, что ты меня родила, чтобы меня государство обеспечивало. Это мне выдали от государства квартиру. До этого я 5,5 лет во временной квартире 13 квадратных метров жила. У меня есть 2 детей. Но я сама, считаю, воспитываю детей одна, на ноги их поднимаю. Я пока не работаю, но мне хватает, в принципе, как мама-одиночки, то, что пособие платят. 28 700. Конечно, на широкую ногу не поживешь, не расшикуйся. Я буду голодная, но мои дети будут сытые. Если бы меня родители воспитали бы, как бы не было тяжело, но они бы подняли меня на ноги, я бы их любила бы. Моя мать не говорила никогда, что я тебя люблю. Мне не хочется общаться с мамой. Это на всю жизнь останется. Когда ей задаешь какие-то вопросы, она начинает нервничать, она начинает плакать, она начинает делать так, чтобы ее все пожалели. Это моя мама, когда она была молодой. У меня развилась депрессия и тревожность на фоне мыслей о том, что я был не нужен своей матери. И я выдумывал всякие истории о том, кем она была, и что, возможно, она была ужасным человеком, и все в таком духе. Известно мне было немного. Я знал, что мою мать зовут Елена, и что ей было 28, когда она родила меня. И что, возможно, у нее были и другие дети. Но это все, что я знал. И я обратился к частному детективу. И он нашел для меня мою семью. Мне написали в соцсетях какой-то мужчина, целое письмо, то, что у вас есть брат, и отправил фотографии. Я думала, мошенники какие-то разводят меня. И когда мы встретились, он мне показал отказную, только в ксероксе от матери, то, что она в роддоме отказ написала. Я не понимала, это наяву в жизни происходит или это мне снится. Когда детектив рассказал мне об этом, у меня были смешанные чувства. Я был рад узнать, что у меня есть родственники. Я всегда хотел сестру. Но в то же время я переживал. Думал, какие они, что они подумают обо мне. Захотят ли со мной общаться. Те, кто попал в детдом и был усыновлен, всегда боятся, что от них вновь откажутся. Потом я звоню матери и говорю, отправда, говорю, так и так, говорю, вот такого-то года рождения, говорю, ты бросила в роддоме. Она говорит, это сплетни, это вранье. Говорю, зачем ты отнекиваешься, зачем ты меня обманываешь, если на самом деле человек приедет и тебя вживую увидит, твой родной сын. Она, да, это правда. Мне было немного боязно приезжать в Россию, потому что здесь, в Америке, все, что ты слышишь про русских, это что они либо бандиты, или что там одни террористы у них в стране. И это все из-за фильмов, медиа и новостей, которые показывают у нас в Америке.
Ну и также тебе рассказывают о нищете. Мне было очень тревожно садиться в самолет и отправляться в незнакомое место. И, конечно, было тяжело возвращаться к наиболее болезненным страницам моего прошлого. И все 3 дня, что я был в Краснодаре, мы провели вместе с моей сестрой Сашей. В принципе, мне было интересно, но волнительно. Потому что я не знала английский, он не знал русский, и у нас был переводчик. Если столько много вопросов задавать, столько ответов отвечать, язык точно заболит. И я помню, что моя мать поначалу не хотела со мной встречаться. Моей сестре пришлось звонить ей по телефону и уговаривать. «Познакомься со своим сыном, он в России, он хочет увидеться с тобой, возможно, это твой единственный шанс». И она согласилась. Мы встретились, обнялись, и я подумал, мне столько всего нужно сказать, но что я скажу? Стоит ли делиться своими чувствами, в том числе и неприятными? Или я должен сказать, как благодарен ей за эту встречу? Или не говорить ничего серьезного? Я не знал, как поступить. Для меня это был действительно сложный момент. И мне кажется, из-за того, что я вырос в Америке, у меня другой взгляд на жизнь, более оптимистичный. И у меня есть возможность простить маму. Вместо того, чтобы всю жизнь злиться на нее, я могу пойти дальше. Я могу общаться с ней и узнавать больше о том, что же с ней случилось. И ответ в том, что политика повлияла на историю моей семьи. Знаете, должна быть причина в прошлом, по которой моя мать пристрастилась к алкоголю. Должно быть, семья годами жила под гнетом негативной среды. Была постоянно зациклена на пессимизме, и никто никогда не давал этой женщине достаточно надежды на лучшую жизнь для ее детей. И, если честно, я простил свою мать. Мы съездили к брату среднему, забрали со школы-интерната. ПНИ – это психоневрологический интернат, где он находится. А еще у меня есть брат Дима. Он был очень рад познакомиться со мной. Ему разрешалось покидать интернат лишь на несколько часов. Поэтому мы отвели его в парк, просто болтали, чтобы узнать друг друга поближе. Ну, вообще-то я об этом не знал, что у нас еще есть брат. Копия у меня похож. Копия. Ну, я вообще 6 лет по интернатам. Не жил на воле. В интернате только жил. Мечтаю выбраться на волю с интерната. Жить с кем-то. Помогать. Я его всегда забираю, среднего брата, каждый год в отпуск. И хотелось всегда мне его забрать насовсем, но у меня по жилплощади не позволяет. Я говорю: Дима, потерпи, говорю, я заберу тебя. А потому что мне своего брата жалко, он такой же человек, как и я. Он, конечно, сам жить не может самостоятельно, себя обеспечить. У него нету ни квартиры, ничего. И ему никто не даст работу, потому что 2-я группа инвалидности не берут официально на работу. Я не знаю, какой диагноз у моего родного брата. Мне говорили, что он не может долго заниматься какой-то работой, и ему сложно сосредоточиться. У него есть некоторые проблемы, иногда бывают припадки. Есть и другие сложности со здоровьем. И у меня тоже были подобные симптомы. Я думаю, если бы меня не усыновили, эти проблемы могли бы усугубиться. Я уверен, что есть разница между природой и воспитанием. У вашего ребенка может быть врожденная склонность к алкоголизму и к другим психологическим и поведенческим расстройствам. Но вы можете поместить его в другую среду, где он будет развиваться иначе. Я вижу, что физически я отличаюсь. Если вы посмотрите на фото, мой старший брат ниже меня. Думаю, что это во многом связано с тем, что детей в интернатах плохо кормят. До сих пор не верю, что это мой родной брат. Он прям меня обнял перед уездом, прям аж прижал.
хорошо его усыновили. Там у него все есть, у него и крыша над головой есть, и он всему в жизни добился. У нас чуть-чуть тяжело в России. Может быть, он тут бы хуже бы жил. Ему очень сильно повезло то, что хорошие люди забрали. Я бы хотела бы точно такую же семью. В ответ на санкции против российских чиновников с 2013 года Кремль запретил американцам усыновлять детей из России. До принятия этого закона в зарубежные семьи ежегодно попадали тысячи российских детей, а сегодня лишь единицы. Больше всего от ограничений пострадали дети с инвалидностью. Их всегда охотнее усыновляли и именно иностранцы. При этом сами россияне в 2023 году решали забрать в семью ребенка с инвалидностью только в 2 случаях из 100. Россия запретила усыновление для американцев. Думаю, что это прискорбно, потому что я именно так и попал сюда. Есть много ребят, много сирот, у которых отняли шанс оказаться в других странах и вести такую же жизнь, как у меня, и открывать для себя новые возможности. А потом помогать своим семьям или своей родине. А у них нет таких перспектив, потому что они заперты внутри страны. Что, по-моему, похоже на изоляцию. А в изоляции ничего хорошего не происходит. Она порождает лишь национализм и ненависть. И все это продолжает существовать, пока огромная, бесконечная пропагандистская машина вдалбливает людям в головы, что все другие — враги. Меня зовут Марина, я была удочерена из Крыма. Я приехала сюда, в Италию, когда мне было почти 2 года, в сентябре 1999. И вот мы в центре Милана, на площади Дуомо. На самом деле, это довольно популярное место, куда приходят, чтобы пройтись по магазинам, поесть, встретиться с друзьями. И для таких людей, как я, выросших за городом, в провинции, поездка в центр была чем-то значительным. Мне не особо нравится Милан сам по себе. Я вообще не очень люблю большие города. Предпочитаю быть на природе и читать книги. Я очень спокойный человек. Когда я читаю книги, я записываю цитаты, которые мне нравятся, которые как-то говорят обо мне или описывают чувства, которые у меня есть. И это моя стена с цитатами. Я всегда знала, что меня удочерили, потому что мои родители всегда рассказывали мне о том, как они приехали в Крым, чтобы забрать меня, и как это было. Они не могли иметь своих детей, поэтому решили удочерить. Знакомые люди говорили им: «О, сейчас в Украине легко усыновить ребенка. Можете попробовать там». И они решили взять ребенка оттуда. Они приехали в Симферополь, где был мой детский дом. О, вот он где. Эта фотография сделана в детском доме. Это я, а это женщины, которые там работали. Это одна из моих любимых фотографий. Она кажется мне такой нежной, такой милой. Я бы сказала, что мое детство было очень счастливым. Я всегда жила в этом доме и проводила много времени здесь, в саду, с моим папой, потому что он любит заниматься растениями и тому подобным. Я всегда чувствовала себя как дома. Никогда не было такого, чтобы я переживала из-за того факта, что меня удочерили.
Я всегда знала это, и для меня это было нормально. Я никогда не желала ничего другого. Меня зовут Денис. Я родился в Старом Крыму и 29 лет я там прожил. Отучился на матроса, подал документы на фирму и вот приехал на Камчатку рыбачить. Сейчас ждем, пока прибудет наш корабль, загрузится персонал и мы уходим в плавание. Я не помню момента, когда мама была беременной сестрой Мариной. Я тогда был маленький совсем. Старшая сестра, она у меня инвалид. В детстве лет до 5 нас, считай, воспитывала бабушка, так и мама все время была на работе. Где получалось подзаработать, работала. И я с 9 лет начал подрабатывать на пляже. Занимался продажей рыбы, кукурузы, там, трубочки, пирожки. Бабушка как-то раз подняла тему, что есть еще сестра у меня. Когда я подошел к матери с вопросом, есть ли у меня еще одна сестра, она была ошарашена. Откуда, наверное, я узнал это. Но все-таки потом рассказала, что были сложные времена. Получилось так, что пришлось ее оставить в детском доме. Я, конечно же, думал, я ей высказывал, как она могла так поступить. Это же сестренка получается. Я ей все говорил, что не должно было быть так. Ну, она плакала, говорила, я знаю. Говорит, так получилось. Такие были обстоятельства. Мне было интересно увидеть кого-то, кто был бы на меня похож. Конечно, когда я была в школе, все мои одноклассники говорили: «О да, у меня нос, как у моей мамы или у папы». Ну, а я всегда про себя отвечала на это: «О, я не знаю. Вообще-то, потому что я и не могу знать». Но когда я была маленькой, я говорила: «О, да мне и не важно знать их. Я просто хочу увидеть их». Так что фотографий было бы достаточно. Мне не нужно с ними разговаривать. Но со временем это чувство изменилось. Чем больше я взрослела, тем больше мне хотелось знать, тем больше я хотела восстановить связь. Я разговаривал с бабушкой, бабушка говорила, что Марина где-то рядом в селе живет, в каком-то. Я ездил по селам, узнавал. Все говорили, что у них нет в селе приемных детей. Да, мысли были у меня, что все это безнадежно, что я ее своими силами не смогу найти. Я же даже не знал ни имя, ни фамилию, как она может быть подписана даже. В 2014 году, когда аннексировали Крым, мне захотелось больше узнать о своем прошлом. Я попросила родителей показать мне документы об удочерении. Я никогда их не видела. Я обнаружила, что там были имена. Я была удивлена и также узнала, что оба моих родителя были русские. До этого момента я считала, что они украинцы. И я решила изучать русский язык, потому что подумала, что это может быть полезным, если я их найду. Я решила искать эти имена в социальных сетях. Я нашла группу «Старый Крым», написала им на русском: «Меня зовут Марина, меня удочерили в Старом Крыму. Ищу вот этих людей. Если что-то знаете, сообщите». Я увидел ее пост. Я ответил Марине, что «Привет, походу я твой брат». Она была в шоке, писала, что долго искала, ну и была рада. Он сразу захотел сблизиться со мной и быть на связи. Нужно понимать, что все это время он знал, что я есть. В то время как я поняла, что у меня есть брат, только в тот момент, когда он написал мне. Но он искал меня всю свою жизнь. Так что... Мы с ней пообщались, и я был искренне за нее рад, что у нее была хорошая, нетрудная жизнь, как у нас с сестрой. Ну, в общем, да. Я сразу же позвонил матери и рассказал
что вот нашлась ее дочь, мать в слезы. Я поговорила с моей биологической матерью. Она рассказала мне немного больше о том, что случилось. Говорила: «Спасибо твоей семье от меня, потому что они заботились о тебе, потому что они дали тебе хорошую жизнь». Рассказала она и о том, почему она отдала меня в детский дом. Основная причина была бедность. Но если бы я был на месте матери, и у меня не было возможности содержать ребенка, и я понимал бы, что ему могут дать больше, лучше, чем я бы, наверное, так же и сделал бы. Но потом, спустя 4 или 5 лет, когда ее ситуация улучшилась, она начала меня искать, потому что, вероятно, знала, в каком детском доме я находилась. Но меня там уже не было. Меня удочерили через 2 года, поэтому было уже поздно. Она корила себя, что ей пришлось так поступить. Но я всегда чувствовала, что и она, и Денис правда меня любят. Я Марине несколько раз предлагал пообщаться по видеосвязи. Она стеснялась из-за того, что она плохо говорит по-русски, но я не смогу с ней разговаривать по-английски или по-итальянски. Привет. Привет, привет. Как странно. Да. Первый раз. Да. Как у тебя дела? Все хорошо. Готовлюсь к работе. О, Скоро на корабль. мне сказали, что Камчатка – это прекрасное место. Здесь очень красиво. Когда в Крым собираешься? Не знаю. Я надеюсь, в следующий год, если не будет больше войны. Да. Знаешь, я боюсь, что я приеду слишком поздно. Я понял. Да. Но я приеду. Я уверена в этом. Я тебя люблю. Я тебя люблю, сестренка. Пока мы очень молоды, я бы хотела встретиться с ним сейчас, а не когда мне будет за 50. Кто знает, что случится. Поэтому я сказала, что может быть слишком поздно, особенно из-за войны. Вот старый Крым. Это почерк моего брата, а это почерк моей родной матери. Я решила набить название моего родного города, написанное ими. И это тоже моя связь с ними. Я хотела узнать больше о своих корнях, и особенно обо всей этой ситуации, что происходило. Вначале, конечно, я думала, нет, Крым должен вернуться в Украину. Так будет правильно, потому что он был аннексирован незаконно. Затем, когда я прочитала в документах об усыновлении, что я русская, это меня сбило с толку. Типа, а теперь что я думаю? Часть меня говорит, да, он должен вернуться к Украине. Но также я понимаю, что проблемы останутся. У людей разные взгляды на политические отношения. И это вообще не должно между нами установить какие-то преграды. Я не буду лезть в ее взгляды на происходящее. Своего ей навязывать ничего не буду. Иногда я думаю, да кто я такая, чтобы судить их? Потому что они были воспитаны совершенно по-другому. И я знаю об этом, потому что Денис мне немного рассказывал. У них свои взгляды из-за того, в какой среде они выросли. Так что я всегда борюсь сама с собой, пытаясь понять, что правильно. Но во время войны сложно находить компромиссы. Если бы мой брат решил пойти на войну, я бы была
в шоке. Но, скорее всего, я бы приняла это, потому что не хочу его потерять. Возможно, я бы не поддержала эту идею. Но что я могу сделать? Это его жизнь. Я бы не поехал туда. Мое мнение поменяло то, что Россия уже давно могла все это закончить. Российские войска брали города, потом обратно их сдавали. Это игра какая-то получается, и напрасные жертвы людей, слезы матерей, детей. Придерживаясь того, если бы пришли бы в Крым, я бы в Крыму взял бы оружие и защищал бы свою землю. Я не считаю, что сегодня настоящий патриотизм заключается в готовности умереть за свою страну по любой причине. Я думаю, что это скорее о том, чтобы ценить свою культуру, но также признавать и негативные стороны своей страны и здраво оценивать все происходящее. Потому что иногда людям кажется, что если они говорят что-то плохое о своей стране, то они не гордятся ей. На самом деле все наоборот. Именно потому, что я люблю свою страну, я мечтаю о лучшем для нее. Поскольку я рос в Америке, я учился в местной системе образования, которая часто преподносит историю с американской точки зрения. Вам рассказывают, что Америка выиграла Вторую мировую войну против Германии и Японии. Говорят, что Америка — освободитель, несущий демократию другим странам. Но мне всегда хватало ума, чтобы понимать, что в школе нам не всегда рассказывают всю правду. Чтобы люди думали, что Америка не делала ничего плохого. И я уверен, что то же самое может происходить, если вы живете в России. У вас могут быть разные мнения с властью. Я разговаривал со своей родной семьей о войне между Россией и Украиной. Наши мнения не всегда совпадают. Ну, он мне писал, когда что-то у нас в России, допустим, там вот в Крыму, когда мост там взорвался, вот этот свалился, когда вот беспилотники с Западной Украины летели, он переживал. Я ему написала: не переживай, у нас в России все хорошо. Наш президент Владимир Владимирович Путин никогда не даст в обиду нас. Я живу, у меня мирное небо, я кушаю, сплю, не долетает до моего города, все хорошо. Нельзя винить людей за то, откуда они родом. Нельзя винить их за то, как они были воспитаны. Не думаю, что политика должна или может разрушать семейные узы. Они все еще моя семья, и они могут приехать ко мне в гости в Америку. Да, я хотела на Нью-Йорк посмотреть. У них высокие дома. У нас в Краснодаре таких нету высоток под 50 этажей. Просто океан посмотреть, как люди живут, что они кушают, как они одеваются, как в школу дети ходят, как в садик ходят. Одинаково или по-разному совсем. Я не была за границей никогда. Жду, когда граница откроется. Может, мы прилетим в Америку, если все будет хорошо. У них будет мир над головой, у нас будет мир над головой. Мне без разницы, где какая страна. Главное, хорошие люди. Я много размышляю о следующем поколении и о том, что с ними станет. И если мои племянники когда-нибудь захотят поступить в колледж в Америке, я буду всячески их поддерживать. У меня есть возможность разорвать этот порочный круг в моей семье, избавив ее от бедности, алкоголизма, психологических проблем и проблем со здоровьем.
По воле случая или благодаря божественному вмешательству я оказался в Америке и живу теперь своей жизнью. И я был бы счастлив, если бы все это не пропало даром. И я смог бы предоставить своей семье другие возможности. Я вижу позитивное будущее. Думаю, пессимизм никого никуда не приведет. Уверен, что только оптимизм, стремление вперед и принятие верных решений могут изменить ситуацию, которую мы видим сегодня. Думаю, нужен именно такой подход, чтобы границы снова открылись и чтобы процесс усыновления в другие страны вновь возобновился.